Приветствую! Я Андрей Торопов, руководитель Фреско. Продолжая серию о том, как правильно выбрать объект для инвестирования, в этом видео я покажу на примерах, как рассчитать доходность квартир, приобретаемых для сдачи в аренду. При этом мы рассмотрим как долгосрочную, так и посуточную аренду. Что важно при выборе жилого комплекса? Для долгосрочной аренды я рекомендую выбирать объекты бизнес-класса в развитых районах. Обратите внимание на инфраструктуру, наличие детских садов и школ в пешей доступности. Также проследите, чтобы выезд из комплекса был комфортным и остановки городского транспорта находились рядом. Под посуточную аренду подойдут комплексы вблизи моря, в самом центре города и возле вокзала. Чтобы недвижимость хорошо сдавалась и вне сезона, учтите все факторы долгосрочной аренды. Какова оптимальная площадь квартиры? Для краткосрочной аренды я бы рекомендовал выбирать однокомнатные и квартиры-студии. Оптимальным будет метраж от 30 до 40 квадратных метров. Для долгосрочной аренды подойдут однокомнатные площадью около 40 и компактные двухкомнатные площадью около 55 квадратных метров. Как определить общую сумму необходимых инвестиций? Если мы говорим о покупке квартиры в строящемся доме, то в некоторых случаях застройщик сдает квартиру уже с ремонтом, но чаще всего без. Стоимость ремонтных работ вместе с материалами составляет около $250 США за квадратный метр площади. Комплектация мебелью и минимально необходимой техникой стоит около $100–150 США за квадратный метр. Занесем информацию о нескольких интересных вариантах в таблицу и рассчитаем потребность в финансировании. Каждый из комплексов имеет свой срок сдачи. К этому сроку необходимо прибавить 3 месяца на выполнение ремонтных работ. Таким образом, мы определим, через какое время наша недвижимость начнет приносить доход. Добавив к цене квартиры стоимость ремонта и меблировки, мы определим сумму необходимых инвестиций. Больше никаких дополнительных расходов или налогов при покупке новостройки нет. Как рассчитать рентный доход? Для начала оцените ставки на посуточную аренду в уже сданных домах вблизи. Например, ЖК «Гамма» расположен в Аркадии. В этой части Одессы квартиры сдаются в среднем по $50 США за сутки. При этом обязательно учесть вакантность, то есть заложите в расчеты, что квартира будет простаивать около 20 дней летом. Компании, которые занимаются управлением недвижимостью, убирают, стирают, заселяют и выселяют жильцов, берут за свои услуги 30% от выручки. Для того, чтобы рассчитать прибыль, ставку аренды умножаем на количество дней и отнимаем расходы на управление. В нашем случае прибыль от посуточной аренды составит около $2500 США за сезон. Это в 2 раза больше, чем при долгосрочной аренде. В долгосрочной аренде я рекомендую учесть вакантность 5%, это около 2 недель в году. А по тем квартирам, которые летом сдаются посуточно, 15%, это около 1,5 месяцев на поиск арендаторов. Сложив прибыль от посуточной и годовой аренды, мы определим годовую рентную прибыль. За счет посуточной сдачи наибольшая прибыль в ЖК «Гамма». Но жилые комплексы сдаются в разные сроки и, соответственно, приносят доход большее или меньшее количество месяцев. Для того, чтобы цифры стали сопоставимыми, я рекомендую спланировать условную продажу квартир через 6 лет и, соответственно, доход считать за 6 лет за вычетом срока строительства и ремонта. Почему именно 6 лет? Как минимум потому, что спустя 3 года владения жилой недвижимостью появляется льгота по уплате налога с дохода при продаже. При этом отсчет владения начинается с момента регистрации. Кстати, вот ссылка на мое видео о регистрации права собственности. И еще, новостройки становятся более привлекательными, когда уже выполнены все ремонтные работы, отсутствует строительный мусор, а дома заселены и обжиты. Как рассчитать общую доходность? Так как мы рассматриваем строящиеся дома, то к моменту окончания строительства стоимость квартир вырастет в цене. О том, как рассчитать эту стоимость, я рассказывал в этом видео. К цене квартиры я рекомендую добавить стоимость ремонта, но не учитывать деньги, потраченные на меблировку и оборудование. Чтобы подсчитать общую прибыль от цены квартиры, отнимаем сумму инвестиций и прибавляем рентную прибыль за 6 лет. Чтобы понять, какой из вариантов более выгодный, общую прибыль делим на сумму инвестиций. В нашем случае наибольшую доходность принесет инвестиция в квартиру в жилом комплексе «Гамма». За 6 лет доходность составит 44% или около 7% в год. Цифры в нашем примере отражают реальную доходность жилой недвижимости в Одессе. Средняя доходность составляет 6–7% годовых.
Если вам нужна помощь в выборе объекта для инвестирования, закажите обратный звонок с нашего сайта. У нас официальные цены и условия покупки от застройщиков. Мы являемся их партнерами, они оплачивают нашу работу. Поэтому для вас даже такой инвестиционный консалтинг мы проведем бесплатно. В следующем видео я расскажу о рисках инвестирования в строящуюся недвижимость. Чтобы его не пропустить, подпишитесь на наш канал. До встречи!